Всем привет! С вами Елена Веременникова и Зара Авамилова. Выпуск «Эзотерки». Сегодня мы пишем без Алены, она у нас в отпуске, как вы понимаете, кое-кто хорошо медитировал. Просто. Тема будет медитации. Сегодня мы узнаем, это дань моде или действительно инструмент, который меняет жизнь, инструмент, который помогает тебе получать все, что ты хочешь. И до конца многие не понимают, зачем работать с собой, работать со своим мышлением, работать с практиками. И сегодня мы будем об этом говорить. Никакого морализаторства, никакой теории, только личный опыт. Ну, впрочем, все, как и всегда, в эзотерках. Я на самом деле очень рада, что ты пришла ко мне в гости. Вообще я очень гостеприимный человек. В последнее время у меня очень мало времени и очень много работы и проектов. Ты сейчас в этой точке уже реализована как мама, как продюсер. Мы находимся в роскошной квартире. Как вот ты вообще, в принципе, начинала свой путь? Мне хочется сказать, что я правда домечтала эту квартиру. Вот. Но вообще я и интуиция, мы с ней идем как бы нога в ногу, но раньше я этого не осознавала и делала какие-то вещи, может быть, на каком-то внутреннем подсознании, ну, просто из отклика. Наверное, надо сказать, что я вообще, в принципе, родом не из России, не в Москве родилась. Я вообще из Узбекистана, из маленького городочка Уч-Кудук. Может быть, сейчас кто-то будет напевать «Три колодца, защити». Защити нас от солнца. Вот этот маленький городочек на тогда еще 40 тысяч жителей, мне кажется. И я переехала в 18 лет в Москву. Еще тогда я понимала, что я очень хочу выбраться именно сюда. Я всегда хотела или Москва и Америка. Не то чтобы вот Россия и Америка, а вот Москва и Америка. И не конкретно какой-то город в Америке, а просто вот, ну, в целом, да, абстрактно. Американская Но мечта. я понимала, что, ну, то есть ни до того, ни до другого я не могла прикоснуться и пощупать. Для меня это все было далеко. Я из обычной семьи, нас 4 девочек у мамы в семье, старшая сестра, я вторая и 2 младших. И мама одна нас поднимала и воспитывала. Я понимала, что как бы и туда мне далеко, и как вообще, что делать? Мне хочется выбраться из этого небольшого города куда-то в большой мегаполис, не куда-то, а в Москву. То есть если с Америкой вообще было ничего не понятно, то есть это вообще было просто буквы какие-то, ну да, и внутри отклик, то с Москвой в 6 году я танцевала, и мы с танцевальным коллективом летали в Москву на конкурс танцевальный. И вот впервые попав сюда, я поняла, что о боже, я хочу тут остаться. Это определенно точно. То есть это как раз я, то есть, приблизилась к своей мечте. Пощупала, потрогала и поняла, что да, вот я ничего нигде не хочу, вот хочу тут. Все. И я вернулась домой, мы вернулись после конкурса, и у меня еще с 9 класса было такое желание, я хотела стать актрисой театра и кино, хотела поступать в театральный, вот, и я понимала, что возможности поступить нет, потому что я иностранный гражданин здесь, в России, и тут обучение платное, а у моей мамы нет возможности просто как бы оплачивать мое обучение. Но у нас был прекрасный комбинат в городе, который направлял студентов обучать по целевому направлению. Я училась в Московском институте стали и сплавов. Они обучали в этих институтах, чтобы потом вот эти молодые специалисты могли у них на заводах работать в этом комбинате. И это было моей единственной возможностью, единственным шансом уехать в Москву. Причем комбинат направлял в разные города. Это и Томск, Екатеринбург, и Москва. Но вот мне надо было в Москву. Я поняла, что Москва. Причем мне все говорили, люди свыше в том числе, что в Москву поступают только дети за особые заслуги. Я понимала, что за особые заслуги родителей, наверное, и не детей. Как бы все мне намекали, что туда пути мне нет, но я уже тогда какой-то упертый человек поняла, что или Москва, или ничего. История Золушки, наверное, да, надо сказать, что я переехала сюда без поддержки мамы, к сожалению, или к счастью, не знаю. Сейчас я ни о чем не жалею. Возможно, та ситуация, конфликт с мамой, который произошел на тот момент, сделал меня сильнее. И, возможно, благодаря этому я там такая вот
пробивная, и понимаю, что, ну, то есть, кто, если не я? Когда я уезжала в Москву, мама отказалась мне помогать и сказала, если ты хочешь учиться в Москве, учись. Вот. И, собственно, на какое-то время, 3 года, мы с мамой по приезду в Москву сюда не общались. Мама не поддерживала со мной связь. И здесь я как бы одна. Когда я прилетела в Москву, я поняла, что у меня тут никого нет. Поэтому я, в принципе, с первых дней института я там работала и промоутером. Это я сейчас уже там организатор, и у меня есть свадебное агентство, я и продюсирую мероприятия, и что. А начинала я с промоутерства, листовки раздавала. У тебя была учеба, получается, и ты должна была вернуться в свой родной город. А если бы не вернулась? Это же было целевое направление, и мне нужно было через 4 года вернуться домой и отработать контракт. И либо же я отрабатываю 3 года, возвращаюсь, то есть учусь 4 года, через 4 года я возвращаюсь и 3 года отрабатываю, либо же надо заплатить энную сумму денег. Энную сумму денег, это, ну, на тот момент это было, по-моему, если не ошибаюсь, $12 000. Это были офигеть, какие большие деньги, просто. Ну и сейчас эта сумма вообще, она существенная. Сейчас эту сумму я воспринимаю очень легко. Ну, то есть, как бы это, ну, как бы, это такие понятные деньги, которые понятно, как заработать и так далее. Но тогда, будучи там, ну, я выпускалась, ну, сколько мне было, 21 год. Мы молодые студенты, которые, ну, подрабатывали где-то. И таких денег, ну, $1 по 30 был. Сколько? 360 000 рублей. Машина, например. Так, и что ты делала? не Ты знаю, я кинула комбинацию? Да, почти. Я сказала о том, что с мамой мы перестали общаться, и в мою жизнь тогда пришел мой муж. Ну, уже сейчас муж, тогда в лице просто моего мужчины, ангел-хранитель такой, который оберегал и опекал меня. Мы с ним практически сразу вместе с института, он у меня был на курс старше, и мы вот все время бок о бок с самого начала, огонь, вода, медные трубы вместе. И я всегда ему говорила, ну отработаю 3 года, вернусь, и там как будет, так будет. В своей голове я понимала, что, ну, такую сумму, я не знаю, ну откуда, это кем надо, кого-то ограбить или что нужно сделать. То есть я себя адекватно понимала, но интуитивно, видимо, было сильное желание все равно оставаться, реализовываться и что-то делать. Сейчас я понимаю, как это работает. Тогда я не понимала, но на последнем курсе института я работала официанткой в караоке, в прекрасном месте, мне так нравилось. Вот, и это были мои первые большие деньги. Ну, большие, потому что там зарплата 12 000 рублей, но очень хорошие чаевые. Помню момент, когда в январе месяце были каникулы, и я ездила в Крым к бабушке с дедушкой в гости, накупила кучу подарков, приехала, вернулась и поняла, что я люблю делать подарки, эмоции мне это доставляют. Но я вернулась и поняла, что, блин, слушай, а деньги-то есть? Вот я сейчас вот только что потратила нормальную там сумму денег на подарки. Значит, по сути, деньги есть. И у меня такой мозг сработал. Я проговорила мужу вслух. Буду говорить мужу, но тогда молодому своему человеку, с которым были 4 года вместе. Интуиция сработала в моменте, что надо сделать. То есть внутри было сильное желание оставаться, и вот это состояние родило такое в голове план, что нужно поступить сейчас вот так. Периодически разговаривали, что да как, но разговоров, кроме как, типа, я поеду, отработаю и вернусь, других не было, потому что не было понимания как. И тут просто как-то в один момент я говорю, а можешь попробовать там откладывать сумму? И он поддержал. Человек, который... Ну, мог сказать, ну, слушай, там, с тобой хорошо, я там себя люблю, ну, давай-ка ты иди там. Отработай 3 года сначала. Да. Вот сейчас я понимаю, что уже тогда он пускался во все мои авантюры просто. Так, значит, в комментариях, молодые люди, напишите, поддержали ли бы вы девушку, не жену, в этой авантюре, захотели бы вы выкупить ее, получается, да, за огромную сумму для вас. Для него же это была существенная сумма на тот момент, да? Ну, конечно. Или бы сказали пока. Адьос. Ну вот, и в общем,
И это случилось, ну, это, то есть этот разговор как-то случился, и с этого момента, с января по июнь, все, что мы зарабатывали, все деньги мы переводили в доллары. Зарплату откладывали, там были какие-то чаевые, меняли. То есть вот любые средства, которые приходили, мы прям сразу шли в обменнике. Я прям даже как сейчас помню, это обменник на Пушкинской, ну, потому что я работала на Пушкинской, и я там какую-то сумму денег там меняла периодически. Мы собрали эту сумму денег, но не то, что мы... А у нас получилось там либо 10, либо 11 тысяч долларов. Ну, что-то такое. То есть не хватало какой-то суммы до полной. Но у нас в Узбекистане раньше был черный рынок, на котором меняли деньги. То есть не в банке мы их меняли, а вот на рынке. Там все сложилось, какой-то мэджик произошел. Когда выкидывала документы, пересматривала, там реально было 25 или 26 миллионов узбекских сумм. Ну, у нас миллионы там в Узбекистане, суммы, миллионы. И вот это было 25-26 миллионов сумм. И вот когда мы там, у меня было там 11 тысяч долларов, по-моему, мы схопили 11 тысяч долларов за небольшой промежуток времени, я до сих пор не понимаю, как мы это сделали сами, без поддержки там родителей, никто ничего там не помогал. И, соответственно, обменяли на сумму, и получилось так, что у меня хватило расплатиться с комбинатом моим, и еще даже немножечко осталось на погулять. Вот, и я вернулась в Москву. Для тех, кто не знает, как себя мотивировать и ищет какие-то отмазки, вот реальный пример. Тогда мне было 22, сейчас мне 33. Сейчас я точно могу сказать, что если чего-то очень хочешь, то нужно прям вот, ну, ставить цель делать, да. Тогда это было неосознанно и интуитивно, и интуиция, ну, как бы меня вот привела к такой мысли, что вот надо попробовать. Я не знаю, как это тогда сработало, но сейчас я понимаю, как это работает. Сейчас ты вот есть цель, не вижу препятствий, да, там ставишь, просто идешь. Сказала про конфликт с мамой, возможно, это будет кому-то сейчас полезно и актуально. Вот, как вы общаетесь сейчас, как ты с этим справилась, и занималась ли ты с психологом, с коучами, там, ну, как ты себе помогала вот тогда и, в принципе, ну, что есть сейчас, потому что это же распространенная достаточно история. Тогда, как я себе помогу? Тогда я просто жила с тем, что есть, да, то есть я как бы просто училась, плакала в подушку, какой поддержки я искала. Я плакала бы, это было очень сложно. Я жила в общежитии, в комнате, где жили со мной еще 3 соседки. И, безусловно, каждый практически вечер им звонили там родители, мамы, и они там, ну, жаловались, как им сложно, или, наоборот, делились какими-то своими успехами, как им хорошо, или что они там, типа, достижения в учебе, или еще что-то. Мне не с кем было так делиться, и все свои переживания, реально мне было очень сложно, потому что, во-первых, учеба сложно давалась в институте, прям очень сложно. И во-вторых, ну, не было какой-то поддержки, не могла позвонить кому-то, сказать, что мне сложно или хорошо, или больно, плохо и так далее. И поэтому я все это рыдала в подушку. 3 месяца, да, я прям очень помню 3 сложных месяца в начале, когда, ну, это адаптация, видимо, время адаптации такое, вот 3 месяца, а потом как-то все пошло и поехало там. И тогда мы с мамой, ну, как бы 3 года, получается, с ней не общались, я просто с этим жила, не думала, что с этим делать, просто вот как есть. Когда, ну, то есть я вернулась в 2011 году сюда, отучилась, вернулась сюда после того, как оплатила все. В 2013 году, когда я устроилась в ивент-агентство, я впервые столкнулась с нумерологом. В моем агентстве были люди, которые тесно были с этим связаны, они вот верили в нумерологию, вот это вот эзотерика. Тогда я была от этого всего далека, но впервые они ходили на расстановки, у них там был нумеролог, и я вот тогда, помню, впервые поприсутствовала во всем этом, и с нумерологом пообщалась, и как-то вот вообще вот с этого момента началась тема какой-то внутренней трансформации, работа, ну, то нужно менять мышление, что где фокус, там и действие, да, там, что нужно больше благодарить, принимать. Не было у меня никогда работы с психологом, я не была никогда в терапии, с мамой ситуацию не прорабатывала, но интуитивно, вот когда я стала заниматься
вот этой всей трансформации своего мышления, или различные курсы тренинги личностного роста, книги, там, трансферинг реальности, секрет и так далее. И я понимала, что реально мы сами способны управлять своими мыслями, эмоциями, жизнью, и все в наших руках. И вот как-то постепенно я стала осознавать, что как я могу повлиять на ситуацию с мамой. Я могу просто принять эту ситуацию как есть, ну что я и делала интуитивно, да, я принимала. Безусловно, были какие-то обиды, которые затрудняли мне жизнь, потому что обида самое плохое жирающее чувство. Нужно было понять и осознать, что во мне 50% мамы, 50% папы. И самое главное, что я могу сделать в отношениях с мамой, это быть благодарной за то, что она подарила мне жизнь. И если бы вообще не она, то, возможно, меня бы не было бы сейчас на этой прекрасной планете Земля, в этом прекрасном мире. Поэтому мой подход к этому без всякой терапии принять ситуацию, принимать и благодарить за то, что мама подарила мне жизнь. И я, безусловно, понимаю, что я не могу повлиять, поменять ее отношение к себе, но я могу поменять свое отношение к этой всей ситуации. И поэтому, когда я поменяла, когда я перестала ожидать чего-то взамен, когда там будут там какие-то шаги или что-то еще, я поняла, что я принимаю, я благодарю, я просто живу с этим. Вот. И после того, как я стала чаще благодарить, я поняла, что мне стало легче с этим жить. И вот сейчас мы общаемся, мы поддерживаем связь. Да, возможно, у нас там не сильно близкие отношения мамы и дочки, но я счастлива, что у меня есть возможность там позвонить, узнать, как дела, иметь возможность, чтобы мама общалась там и видела, как растут внуки. Вот. И поэтому самое главное – это к нашим родителям это принять благодарность. Есть такой Артем Толоконников, по-моему, он то ли психолог, то ли еще кто-то, и у него есть медитация прощения, по-моему, называется. И вот я ее слушала на протяжении какого-то времени, и она мне очень сильно помогла. То есть первый раз, когда я ее слушала, я просто... Я сейчас буду плакать, потому что, ну вот, я сейчас вспоминаю этот момент, в первый раз было сложно, прям сразу слезы, я рыдала, там, ну, там, ты представляешь образ, там, мамы, образ папы, ты проживаешь такие разные чувства, и я просто не могла спокойно слушать, я просто рыдала. Через месяц я снова ее слушала, и уже было более спокойно, то есть были слезы, но не вот не навзрыд, да, там, когда там в третий раз еще там через несколько месяцев ты слушаешь, и ты уже с таким ясным сознанием, с улыбкой, появляется вот эта самая благодарность, и ты, ну, как бы становится прям легко-легко. Медитация — это не про волшебную таблетку, а вот когда ты можешь получить и выработать вот это вот состояние. Любые практики дают мне состояние, из которого я нахожу решение, из которого я действую и вообще совершаю любые свои действия в жизни и творю. А что у тебя за проекты? Вообще я человек свободный. Вот, в 2016 году я ушла в декрет и решила, что никогда не вернусь в офис, поэтому, собственно, создала свое агентство, дело души, занимаюсь и продюсированием в том числе. И вот совершенно недавно в мою жизнь пришел масштабный проект. Я являюсь исполнительным продюсером шоу «Чебурашка», который мы скоро увидим. Для меня это очень круто. Для меня это про масштаб и как раз таки то, с чем я работала в практиках и в медитациях в том числе. Не могу не спросить, ты с нами в проекте в Дейлике уже больше года, и мне интересно, какие практики делаешь ты вот сейчас, и, ну, я знаю, что ты давно, в принципе, практикуешь. Что ты делаешь в практиках, и как это связано, по твоим ощущениям, с твоими результатами в жизни? Хотела там квартиру, да, там взяли квартиру. Хотела там родить сына в Америке, родила сына там в Америке. Захотела, ну, там, хочу какие-то масштабные проекты, они приходят ко мне в жизнь. И это все приходит через состояние, а состояние приходит через практику. У вас были разные методы, там, с музыкой, без музыки, со словами, без слов. Когда я начинала путь своих зимов,
установок, просто под шум волн, это было прекрасно, то есть разные способы. Потом, я помню, год назад пришли вы в мою жизнь. Удивительным вообще образом, на самом деле. Да, в один из вечеров получается сообщение, и ты же сказала про ваш клуб, и предложила присоединиться к практикам там 45 дней, это медитации ОМ. Вот. На тот момент я уже была в медитациях, ну, частично, да, там, то есть я перепробовала разные методы, но медитации я там впервые слышала. Это есть в моей жизни, то есть у меня фокус на этом, и тут приходит ко мне человек, из мира внешнего, да, то есть которую я не знаю, и предлагает мне присоединиться и практиковать вместе медитации. Звучит по-сектантски. Вот, и, конечно же, и так как я всегда и всем, и миру в основном всегда говорю «да», поэтому как бы я с удовольствием согласилась. И более того, для меня было удивительный момент, когда мы с тобой переписывались по каким-то вот этим моментам, по практикам, и в один момент сказала, что вы там в субботу бежите за бег. Бег тоже в моей жизни есть. И в общем-то, тут Лена мне пишет, типа, мы там бежим за бег, бегущие сердца, не хочешь к нам присоединиться, да? Так что написала. И я такая, о май гад, как это? И с медитациями они ко мне пришли, там, то есть, как бы у меня там... Они следят за мной, и медитации, и бег. И еще и про Завтра бег. что? Как это все вот так вот пересекается, откликается вообще? Я такая, что, ты что, тоже бегаешь? Помнишь, я тебя с вашего, ну, так, типа, бегаю, да, вот мы побежим там с девчонками. А я-то, собственно, 3 дня назад глаза себе сделала, коррекцию зрения, как бы, но забыв об этом, я говорю, да, я побегу, все, тут же купила слот, мы с мужем, мужа подтянула побежать, и, собственно, и говорю своему врачу после коррекции на следующий день, говорю, а вообще там не планирую бегать, можно? Он говорит, ну вообще это мне очень рекомендуется, но если типа аккуратно. Помню, как ты заботливо мне дала свои очки беговые. Это было волшебно. Вот для меня это про волшебство, когда, ну, все в пазл сходится, когда приходят люди, и очень много совпадений каких-то случается. И я такая думаю, вот все люди в моей жизни не просто... Вы пришли с медитациями, а оказалось, что столько всего у нас общего. Для меня просто эта история еще и про подводку. Я тогда еще работала продюсером с разными агентствами, и поскольку я и Зара работают с топ-подрядчиками страны, наверное, не побоюсь этого слова, соответственно, я слежу за индустрией, смотрю, кто что делает. Вот я открываю там запрещенную сеть и вижу шоп, да, и вижу, что все подрядчики в Питере сейчас делают съемку, нетворкаются, и я думаю, вау, вот это круто, интересно, кто организатор вообще этого мероприятия. И проходит время, Алена мне говорит, вот классная девчонка, она должна быть в нашем сообществе, напиши, предложи, чтобы она присоединилась и была в нашем поле. Алена проводник, я искренне верю во все энергии, верю в то, что не бывает случайностей. И вот таким образом я написала Заре и говорю, привет, мы делаем такой продукт, присоединяйся. Зара соглашается, и спустя какое-то время я узнаю, что организатор — это она. Когда ты мне позвонила с предложением присоединиться к вот этому вашему большому трансформационному курсу, я была у шамана на Бали, пока зимовала, получается, за 6 дней до твоего звонка. Я попала к шаману, опять интуиция меня привела, просто я увидела какой-то девочки, такая, думаю, блин, мне тоже надо, хочу. Пошла к шаману, мы там очищали 7 чакр, много чего там было прекрасного, и он мне все время говорил, you will meditate, you will meditate, you will meditate, ты должна медитировать, и мы с ним сидели рядом и пели мантру, Ом Нама Шивая. Я прям сейчас двигаюсь, потому что вспоминаю, как это было так волшебно, это вот Ом Нама Шивая, вот эта мантра, и мы прямо так с ним качались, пели, пропевали вживую, и я как бы внутри такое почувствовала такой отклик, что да, мне точно нужен проводник, с которым я буду постоянно, потому что, ну, практики в моей жизни есть, но они там
сегодня есть, завтра нет, там сегодня практиковала, потом там через неделю, ну, на неделю бросила, а вот был отклик прям здесь сейчас вот найти человека, который прям каждый день мы будем медитировать, вот чтобы вот прям так. И тут я, значит, выхожу с мыслями вот в пространство, во Вселенную, с запросом, что, ну, просто, что мне нужен человек, а через 6 дней появляется Лена и говорит о том, что вот у них стартует такой курс на полгода и приглашает меня присоединиться. И я просто, вау, как это, почему, как вы волшебным образом опять сейчас появились в моем поле, в моем пространстве, в моей жизни. С вами вот такая... Для меня это тоже удивительная история. Ты знаешь, я немножко вклинилась в твой рассказ и хочу вернуться назад. Мы часто с тобой в разговорах обсуждаем, что медитировать нужно на пике, да, на подъеме, да, не когда у тебя все плохо, а когда у тебя подъем. У тебя подъем всегда. Это я поняла, независимо от ситуации. Но вот поделись все-таки, ну как ты это видишь, почему важно работать с состоянием, как ты это делаешь? Вот как раз та ситуация, когда ты пришла с предложением присоединиться к курсу, у меня был внутренний запрос, то есть и я хотела идти с вами в эти практики, в медитации, не от того, что у меня где-то что-то плохо, или от какого-то отчаяния, да, что-то подправить, скорректировать в своей жизни. Нет, у меня достаточно все в жизни хорошо, но я такой человек, максималист, но мне всегда нужно еще. То есть, ну, помимо того, что я всегда хочу что-то, я всегда отдаю все, что я могу делать в этом мире. И я, соответственно, обратно получаю. Здесь у меня был прям вот конкретный запрос, то есть еще раз подчеркну, что медитации, практики любые и так далее для меня это не от отчаяния, не от того, что нужно вот, когда плохо надо идти, когда зуб ноет, тогда нужно идти к врачу, а наоборот, то есть как мне хорошо, но я хочу еще лучше. Я как коуч всегда там ставлю себе вопрос, а как можно еще? А что еще? И вот это «а что еще» расширяющее такое для меня практики, я тоже всегда с этим захожу. И вот на тот момент, когда мы с тобой пересеклись, получается, зимой, да, это было там в январе, а в феврале я уже присоединилась, у меня был такой отклик и запрос на масштабность. У меня уже давно, не знаю, год вертится, что типа, ну, хочу какой-то масштаб личности, масштаб проектов, то есть, ну вот, какое-то вот слово, масштаб, не могу понять, осознать, что это для меня, но вот хочу. И в практике заходила тоже, ну, с этим сознанием. Мне нравится, как Алена всегда делает подводки к практикам. Не просто мы сели там и начали медитировать. И очень часто, зачастую практически всегда, ее слова откликаются и пересекаются с моим состоянием, ну, здесь и сейчас. И тогда у меня был запрос про масштабность, и это было связано с деньгами. Мне казалось, что вот, ну, я могу, там, я знаю, допустим, как определенную сумму, там, не знаю, там, 300 тысяч заработать, это там кажется легко, да, там, а вот как уже там свыше 300, это будет сложно, потому что, допустим, 300 это легко, а 3 миллиона это сложно. И тут Алена говорит такую удивительную фразу, опять, она из своего потока, а это транслируется на меня, в мое сейчас состояние. То есть она говорит о том, что люди сами все усложняют в своей жизни. То есть у меня мысли в голове, она же не читает мои мысли, и там помимо меня же еще люди, да, в поле, в нашем пространстве, которые тоже слушают Алену. Я, кстати, не знаю. Я не знаю, она читает мысли или нет. Алена, что... признайся, ты читаешь наши мысли? Котя, выходи. Мы знаем, что ты здесь. Уж я не знаю, как прям дословно это было, но в моей вот голове это прозвучало, что мы сами усложняем, а на самом деле все легко. И я такая, а это еще мы не зашли в практику, это вот перед практикой, и я такая, блин, точно, это же гениально, просто гениальнейше, почему я раньше до этого не думала, почему мы сами, почему я решила, что вот 300 это там легко, а 3 миллиона это сложно, ну условно, да, там, ну как бы, почему я так решила? И вот я с вот этим вот инсайтом, с такими горящими глазами сажусь в медитацию дальше, да, там мы практикуем, и я выхожу, и вот в этом состоянии я уже была с какими-то озарениями в голове, и вот практика, она, во-первых, заземляет, когда, то есть для меня что медитация, то есть заземлиться, да, отбросить вообще все мысли, то есть у тебя никаких мыслей, и вот это вот состояние еще больше, оно какой-то понакатанный такой, знаешь, все получится, ты все сможешь, то есть еще больше
в медитациях приходит еще больше уверенности, что все, что я делаю, все получается. Вот точно все могу. Как будто нет информационного поля, вот этого мусора, шума, да, вокруг нас, как вот в обычной жизни. Когда ты вот замедляешься, садишься в практику, все, есть ты, и все, и вот вокруг тебя вот какое-то пространство, какой-то портал открывается. Иногда я вижу какие-то картинки, да, там какие-то вспышки. Иногда ну вот просто как в этой практике усиливалась такая вера в себя, что вот в сцене, что все легко, все легко, все легко, 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 легко. И я выхожу из практики, и я прям понимаю, что мне делать. Я тут же решила, что мне почему-то нужно вступить срочно в инвесторский клуб. Годовое участие стоит 300 тысяч рублей. То, что такое отдать за участие в клубе там 30 тысяч, я понимаю. То есть для меня это нормально. То есть отдать 300, это, ну, типа, надо подумать. А тут как-то легко. Я понимаю, что я сейчас отдаю, я понимаю, для чего, и я это легко делаю. Не усложняю, легко. Игра для меня такая. 30 или 300 или 500, дать сколько. И вот вы не поверите, ровно через месяц ко мне приходят с предложением зайти в проект. Их вообще не должно быть. На горизонте ничего такого не предвещало. Но вот появляются люди с предложением. Я озвучиваю там сумму гонорара, то есть в 450 тысяч рублей. То есть мне подтверждают гонорар. То есть я тут вот месяц назад отдала 300 тысяч, да, условно, за обучение, за нахождение в клубе. А тут через месяц ко мне возвращается эта сумма вот на вот этом состоянии, на вот этом подъеме. Типа, вот тебе там, держи. Как бы ты, когда я говорю держи, это я про Вселенную, про пространство, потому что когда я излучаю во Вселенную свою уверенность, что у меня все получается, и все есть, и вообще у меня все классно в жизни, то Вселенная это считывает и дает мне в ответ, там, посылает людей, события, проекты, которые вот это мне как бумерангом возвращают, то есть в разы больше. То есть тут я легко отдала там 300, тут мне легко пришли вот эти вот этот проект с с такими гонораром. Ну вот со своей стороны могу сказать, как представитель эзотерического проекта, как это еще объясняется. Когда у тебя высокий уровень энергии, высокий уровень вибрации, а у Земли тоже есть уровень вибрации, это научно доказано, это там, не байки, да, ты подтягиваешь свой уровень, и ты попадаешь в поле, где, в принципе, ну вот все это есть. И ты притягиваешь ровно то, что находится вот на этом уровне. И чем выше ты поднимаешь уровень своей энергии, а энергия это тоже, ну, как бы можно измерить этот параметр, да, ты, соответственно, можешь уже на этом состоянии, на этом своем мышлении, да, на уровне там, осознанности своей выбирать вот, и видеть больше вариантов, больше возможностей и притягивать их при этом. И я скажу, что Мэйджика вот в тот момент случилось очень много. Там был и запрос про легко, и про масштабность. И вслед за этим проектом, когда я вернулась в Москву в марте, поступило предложение вот, стать исполнительным продюсером масштабного такого для меня шоу. Реально, это для меня большой проект. Это про масштабность. Через состояние я это тоже привлекла, то есть, получается, в свою жизнь. Состояние, и если возвращаться туда же, вообще какой-то удивительный был момент. Это был такой пик подъема, когда я заходила к вам на этом состоянии легкости. Я еще совершила покупку, будучи в Дубае. Вот после вот этой первой квартиры в ипотеку для себя, для жизни, я думала, что следующая квартира должна быть как инвестиция. А еще круче, если эта инвестиция будет где-то не в России, а, допустим, где-то за границей. И потом, когда вот пошел этот тренд на Дубай, и вот я такая, ну классно было бы и там, ну тоже что-то прикупить. А потом вот, когда я была на Бали, еще больше отовсюду, вот с каждого утюга был Дубай, 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 недвижимость просто, да, блин, что... Ты должна купить квартиру в Да. Дубае. Это И вот зомбирование. И вот это вот состояние, значит, я возвращаюсь из зимовки на Бали, продолжаю месяц зимовать в Дубае, залетаю в практике, и вот это какое-то состояние легкости, и там еще вот эта в Дубае атмосфера, когда там солнце, вот это все, знаешь, вот как бы люди такие вокруг счастливые, заряженные, богатые, успешные вокруг тебя там. И ты такой смотришь, кажется, что
тоже так все можешь, чё, квартиру купить, где чего, что надо сделать, когда ты чего-то хочешь, надо пойти и пощупать, потрогать, да, как я приехала в Москву, я оказалась тут на танцах, да, там поняла еще больше, что ну вот все, мне тут классно, кайфово, я хочу, это был один из таких приближающих шагов, и потом я оказался большой переезд и переехала сюда на учебу. Также с квартирой в Дубае. Поле в моем, оказывается, из вот этого же инвестиционного нашего клуба, куда я зашла, человек, который занимается недвижимостью в Дубае. Мы познакомились на общей встрече с нашими одноклубниками. И я тут же его прошу, давай мы типа, с тобой поедем, посмотрим, покажешь квартиру. И не было какой-то определенной цели, что вот прям берем, покупаем. Да что скрывать, денег-то у меня тоже было на карте-то немного после моих зимовок, чтобы квартиры покупать, денег не было. Но состояние было какой-то легкости. Естественно, ну, это как бы до этого были разговоры с подругой, что как она вообще смотрит на то, что мы будем совместно инвестировать. Ну, то есть не одна, а мы типа там вдвоем. И мы такие вот эти обе заряженные такие, значит, мы понимаем, с какой суммой мы бы хотели, можем зайти, ну, там же в рассрочку все, и вот вариант рассрочки не очень удобный по оплатам. И, значит, Наташа находит вариант в районе, в котором она хотела, ну, прям классный район, но квартира стоит не 525 тысяч дирхам, как мы предполагали, что мы типа до 500 тысяч дирхам инвестируем, а миллион. Мы приходим, смотрим, очень вдохновляемся, там коллаборация с Астон Мартином, короче, вся вот эта вот движуха, все лакшери. И нам озвучивают условия рассрочки. И они такие лояльные, очень клевые, удобные. И реально, ну, то есть кажется, что это, типа, ну, там, надо сначала инвестировать там 3 миллиона рублей, условно. Потом там через месяц еще там 2 миллиона рублей. Ну, это я перевожу на рубли. Да, и потом там по месяцам уже там платишь по 200 с чем-то тысяч, там, условно, да. Ну, и вроде кажется, что все нормально. Заметила, да, я до этого говорила, что, типа, 300 легко, а 3 сложно. А тут я такая в этом состоянии такая, ну, 3 миллиона, ну, что такое 3 миллиона рублей? Ну, 3 миллиона рублей. Намедитировала состояние. У меня дальше рождаются идеи, что я могу сделать. То есть квартиру я хочу, в принципе, вариант есть. Вообще состояние сделать, вообще горы вершить. И я понимаю, что, типа, да при чем инвестор? Когда я сказала легко, что все реально легко, когда я вот этот сайт от Алены получила тогда, я реально ко всему как к игре стала относиться. Ну, типа, я играю, условно, там, финансовые игры, в любые игры я играю, все для меня игра. Ну, типа, 3 миллиона, значит, 3 миллиона, 300, значит, 300. Ну, типа, там, надо найти, там, 1,5 миллиона, значит, найдем 1,5 миллиона. И я все это очень легко говорю, ну, как бы, Наташа не против, говорю, ну, просто, ну, привлечем человека, который, там, он говорит, ну, у меня такого человека нет, я говорю, найдем, типа. И вот, собственно, просто мы выходим на сделку, выписывает Наташа чек на первую оплату, и на следующее утро нам подтверждают, что квартира есть, и надо заходить в сделку. В момент, когда мы нашли эту квартиру, это была там условно, там, не знаю, пятница или суббота, в воскресенье мы решили, что мы точно броним квартиру. В понедельник мне сказали, что все, мы подтверждаем. Я подписала там документы какие-то у Наташи, которые нужно было дальше для букирования. Прихожу домой, сажусь на диван, беру телефон просто и начинаю писать там всем своим потенциальным близким, знакомым и так далее, людям, кому бы могло бы это интересно, предложение инвестировать, стать инвестором в нашей авантюре. То есть реально вот это вот состояние, когда ты начинаешь верить, что все, что ты хочешь, это возможно. И это приходит исключительно в практиках. То есть пока ты в каком-то безумном потоке в жизни, в бытовом дне, да, там, у тебя там, не знаю, ты мама, жена, там, у тебя тут на работе задачи, тут не задачи, и там ребенок завершает, тебе некогда замедлиться и сконцентрироваться. Ну, то есть ты все время в этом варишься. И вот медитации, практики, то пространство, то поле для меня лично, где ты можешь остановиться, замедлиться и услышать себя. Чего хочешь ты? Ни муж, ни дети, ни свекровь, ни мама, ни папа, а ты. В медитациях рождается состояние, когда ты реально работал на заводе, и вдруг ты начинаешь наконец-таки слышать себя, и ты понимаешь, что, блин, я же вообще не хочу хоть на заводе на этом работать, я вообще торты хочу печь, маникюром заниматься. Господи, я точно это хочу. Ну, то есть, как бы, и тебя это начинает заряжать. Ну, это вот состояние, ты во-первых, начинаешь слышать свои желания искренние, истинные,
не то, что вот вокруг, да, все. Второй момент, вот это вот состояние с каждой медитацией, не с первого, очень сложно, то есть когда ты вообще, в принципе, приходишь в это, очень сложно, у тебя куча мыслей в голове, потому что ты только вышла из этого состояния, ты заходишь, и у тебя еще миллион мыслей в голове, сложно. А потом с каждой практикой, это что же, это дело привычки. Вот как ты чистишь каждый день зубы, чистишь, ты уже идешь, ты дело привычки. Утром встал, почистил. И тут с практиками ты просто там, как и с аффирмациями, допустим, да, там начать верить в то, что там я классный, я красивый, я миллионер, я там, у меня классное худое, стройное, там, рельефное тело. И когда, ну, то есть когда ты первые пару дней это говоришь, ну, типа, самому не верится и смешно. А когда ты это делаешь, практикуешь постоянно, изо дня в день, например, то это становится привычкой. И когда ты в практике ежедневно заходишь, это становится привычкой. И каждый день, день ото дня, тебе приходит все больше и больше ресурсного состояния и веры в себя, когда ты в каждой практике понимаешь, я есть у себя, я точно хочу это, и я знаю, что это получится. И на вот этом вот состоянии ты выходишь в жизнь и творишь. И потом ты с этим живешь. То есть это не значит, что ты просто должен улететь, отлететь в космос, там, не знаю, быть каким-то отлетевшим человеком. Ну, я считаю, что я обычный человек. Ну, то есть, несмотря на всю мою любовь там, к медитациям, практикам, аффирмациям, я не отлетевший человек в космос. Могу возвращать себе эти состояния, могу заходить там в практики, да и вообще я могу медитировать стоя, лежа, не знаю, когда бегаю, медитирую, хожу, медитирую. То есть, если мне надо, я понимаю, что мне надо, я могу прям в моменте сконцентрироваться, там, подышала, дала себе время вот побыть в тишине, вот в пространстве, и услышать свои потребности и идти дальше. И тут можно разбить, наверное, миф о том, что ты помедитировал, тебе пришли деньги. Когда ты села, так типа, ща я приду там и вот сяду и буду медитировать. Деньги посыпались. Да. Безусловно, это так не работает, но когда ты заходишь в это осознанно и начинаешь практиковать ежедневно, там, да, не надо по полчаса, там, не знаю, там, хотя бы там, начинать там, с 5 минут. Там. Когда ты уделяешь этому время, когда ты сам начинаешь в это верить, в твою жизнь реально благодаря этому состоянию из практик приходят события, люди, которые привносят что-то новое в твою жизнь, в том числе и там изобилие, и финансовое изобилие, да, там и какие-то масштабные личностные росты, если у тебя там есть такие там запросы и желания. И это приходит, это реально так работает. То есть если говорить, как я купила квартиру в Дубае в инвестиции, намедитировала, ну реально, намедитировала. Ну да, ну вот от тебя добавлю, что за любой медитацией стоят реальные действия, надо работать 100%. Безусловно. Но при этом, что я могу про себя сказать, что мне дает медитация, это возможность в спокойном состоянии, когда ты садишься, я сейчас не говорю про позу лотоса, да, а вообще, в принципе, любую практику, любую энергопрактику, когда мы берем, мы меняем, да, состояние, но мы как бы отпускаем вот эти Тревожность установки, какие-то. тревогу, мы даем расстояние от ума, и в этом как раз чистом состоянии, в этом люфте мы чище слышим свою интуицию, как ты сказала, и видим больше возможностей. Мы видим точечно, куда нам бить и какое действие следующее совершить. О том, как вот легкость в нашу жизнь привнести только через людей, когда мы общаемся с другими людьми, людьми, которые выше нас, да, масштабнее, которые делали гораздо большие результаты, у нас меняется наше мышление, меняется картина мира, которая позволяет нам посеять какое-то зерно, что у меня тоже так может быть, или я этого хочу, да, как минимум, начать с этого. И есть люди, которые, да не, это, ну, это все не про меня, это не обо мне, это вот он так может, а я так не могу, да, там, то есть, но вот как раз-таки в этом состоянии, ну, в этих, ну, в практиках рождается состояние, что, это может обо мне быть, то есть я тоже так могу. Как ты с этим будешь там жить и идти там в мир, то есть это выбор каждого, там, выбор, там, медитировать, не медитировать, там, заниматься этим, не заниматься, там, верить или не верить, да, там, делать или не делать, то есть, но я за то, чтобы всегда пробовать, то есть это не значит, что, не знаю, надо сейчас отлететь куда-то в стратосферу и все, и уйти в медитацию, чтобы там блага
к себе привлекать. Это про то, что как бы если есть отклик, попробуйте, сделайте. То есть если там вы не знаете, что это такое, лучше попробовать и понять, что это, да, там, нежели, то есть совсем ничего не делать. То есть что отличает успешного человека от неуспешного действия. И Один думает, скорость действия. да, а пока один думает, другой делает. Тот, кто делает, тот получает. Поэтому важно просто постоянно что-то делать. Да, вот эта связка мысль, действие, результат у людей успешных, она гораздо короче, ну и у предпринимателей, да, и очень много попыток. И как бы это пошло не звучало, но есть конверсия, да, и ты можешь сделать там 10 действий, и страдать, а можешь 100 действий, да, там, и как бы в процентном соотношении выстрелит, наверное, одинаково. Важный момент. Понятно, что надо делать, но многих еще останавливает от действий страх. Все боятся, всем страшно Как новое побороть начинать. страх? Заменять страх на интерес. Ну, мне всегда интересно, а что будет? Ну, то есть мне страшно, вот мне капец как страшно было идти в авантюру с этой квартирой там, да, дубайской. Да даже с этой квартирой было страшно идти, потому что мы условно снимали квартиру за 40 тысяч, тут еще прилетает ипотека в виде там 47 тысяч рублей, да, это уже 97. Я только родила ребенка. Ну, я понимаю, что я не буду зарабатывать столько же денег, сколько я зарабатывала. Сейчас мужу нужно все нести на себе. Но я уговариваю вместо обычной однушки купить двухуровневую квартиру, а разница там в 15 тысяч рублей. И вроде казалось, ну что такое 15 тысяч рублей? Но когда на тебе там аренда плюс ипотека, там, да, это, ну, уже так существенно, это ежемесячно, да, там, и страшно. Но я не знаю, вот это внутреннее такой голос всегда, все получится. Это уже, знаешь, когда я говорю, практикуйте там аффирмации и любые практики, да, ну вот, чтобы рождать это состояние, для многих это звучит смешно, особенно для людей, которые, ну, вообще далеки от этого или не верят в это. Но когда реально ты это делаешь ежедневно, у меня такое ощущение, что я просто живу с этим мыслью в голове. У меня нет в моей голове информации, что что-то может не получиться. В моей голове я всегда все могу. Даже если это кажется, что сейчас Unreal и не про меня, и не получится, я все равно говорю, что я говорю, звоню мужу, говорю, да мы все получится, все сможем, типа, да, да давай. И вот я его на вот эти все авантюры подбиваю, короче. И вот мы, ну, значит, вписываемся в эту ипотеку. Но я всегда вот, надо больше, надо смелее. То есть все сможем и справимся. Мне интересно, как это получится. И, ну, этот страх перерастает в какой-то интерес. Интерес рождает такую мотивацию для действий, типа, ну все, это уж по-другому не можете, надо уже шевелиться, делать еще больше действий для того, чтобы быть там, где ты хочешь. И вот и, собственно, страх побороть интересом, или же, соответственно, если страшно, как еще там, не знаю, ну, утрировать до смешного, там, не знаю, ну, что случится, и что, ну, вот это что случится, ну, допустим, там, не знаю, ни я, ни он не сможем зарабатывать, и что, ну, заберут у нас эту квартиру, там, и что, ну, пойдем обратно на арендную квартиру. Выхода нет, простите меня, но только когда у тебя крышка над тобой, вот, и оттуда нет выхода, а во всех остальных решениях есть выход, а выход есть всегда, и как бы вот это вот состояние, то есть когда ты борешь свой страх, что типа страшно, но ну иду в этот страх, и там рост. Вот где страх, там всегда рост. Идешь и делаешь. Эта авантюра с дубайской квартирой тоже было страшно. Капец, как мне все страшно. Мне и в проект в Чебурашку было страшно идти. Я ж никогда так, ну, не делаю такого. Для меня вообще любые клубы и так далее, это по большей части не для того, чтобы черпать какую-то информацию, а по большей части люди, окружение. Хочешь стать миллионером, но ты пока не миллионер, иди общайся с людьми, которые уже этого достигли и это там сделали, да, там, и по-любому, когда ты с ними соприкасаешься, ты можешь перенимать их опыт, мысли, то есть мне никогда не хочется как кто-то, то есть мне хочется просто быть лучше, чем я вчера, но всегда есть люди, которые мотивируют, вдохновляют, и мне всегда к таким людям хочется прикасаться и, ну, как бы быть в их поле, чтобы хоть капельку, хоть чуточку у них вот это вот перенять их мышление, о чем думают эти люди, как они думают, что говорят, что в их голове, но не перенасыщать этим, все-таки возвращаться в свою жизнь, а не жить жизнью чужих людей, но при этом стараться соприкасаться, то есть хочешь иметь там какой-нибудь там, не знаю, крутой салон красоты, значит, нужно попасть в поле людей, которые уже создали это, да, там и так далее. Хотелось бы подытожить, сказать, что медитация это не таблетка от всех недугов, да, это просто инструмент, один из
миллионов просто, который помогает работать с собой, со своим состоянием, со своим мышлением только ради одной маленькой цели. Это чтобы слышать истинный голос свой, да, Да. и брать то, что хотите именно вы, не то, что вам в тревожном уме, да, вот маркетинговые инструменты и механики говорят там: купи мое, я тебе помогу там сделать то, все, пятое, десятое. И когда человек в стрессе, когда у него состояние неровное, он, естественно, поддается разным манипуляциям, по большому счету, да. Но вот когда у тебя состояние ровное, ты можешь выбирать себя каждый раз. И это, наверное, самое главное. И я тебя искренне благодарю, потому что ты тот человек, который своим опытом показывает, что очень важно выбирать себя, и все будет прекрасно. Класс, может, я будем. Спасибо тебе огромное. Что я на правах хозяйки этой квартиры хочу поблагодарить Леночку за то, что пришла в гости, за то, что мы так мило побеседовали, и что такие я флешбеки словила, и вообще поняла, что, блин, реально как много можно всего получить в жизни через состояние.